Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Что вредит нашему мозгу? Кто из нас не хочет сохранить молодость и ясность ума на долгие годы? От здоровья мозга зависит здоровье всего организма в целом. Именно этот орган позволяет нам жить, думать, планировать, испытывать эмоции и посвящать время любимым занятиям. Согласитесь, было бы отлично, если бы ученые изобрели препарат, способный продлить жизнь и избавить нас от болезней навсегда. Но, к сожалению, это пока остается невыполнимой задачей. Однако это вовсе не означает, что теперь можно ставить крест на попытках продлить молодость мозга. Здоровье каждого в его руках, и чтобы сохранить его, не требуется чего-то сверхъестественного. Что может произойти с мозгом? Мозг – самый важный, самый сложный и при этом самый малоизученный орган в человеческом организме. Возможности его велики, но при этом используются далеко не в полной мере. Ученые всего мира ежедневно проводят сотни исследований, чтобы выяснить, как именно устроен мозг. Благодаря их труду мы уже знаем, как он функционирует, какими возможностями обладает и какие сбои в его работе возможны. Даже самые четко отлаженные механизмы рано или поздно дают сбой. Мозг человека не исключение. Со временем в нем начинают происходить возрастные изменения, влияющие на весь организм в целом. Это естественный процесс, который невозможно остановить, но возможно замедлить. Среди таких изменений можно выделить снижение интеллектуальных способностей, ухудшение памяти, апатию, раздражительность, бессонницу, ухудшение общего состояния организма, старческую деменцию, снижение реакции организма, болезни Альцгеймера. Это далеко не полный список негативных последствий, которые могут возникнуть вследствие халатного отношения к самому важному органу в человеческом теле – головному мозгу. Но иногда подобного рода изменения начинают происходить и у достаточно молодых людей. Связано это с неправильным образом жизни и злоупотреблением вещами, которые наносят непоправимый вред. Прежде чем разобраться, что необходимо сделать для поддержания здоровья мозга на должном уровне, важно понять, что же именно может ему навредить. Давайте поговорим об ошибках, цена которых может быть слишком высока. Отсутствие общения. Люди, избегающие общения, гораздо больше подвержены возрастным изменениям мозга, чем те, кто любит лишний раз перекинуться парой фраз с коллегой или соседом. Многочисленные исследования показывают, что даже 10 минут, выделяемых на коммуникацию ежедневно, способны активизировать нейронные реакции. Чем больше человек проводит времени в одиночестве, тем медленнее начинают работать связи между нейронами, что в свою очередь приводит к замедлению многих мыслительных процессов. Хорошая новость для интровертов. Для поддержания работоспособности мозга не обязательно очная коммуникация. Разговор по телефону или онлайн-звонок также способны активизировать нейронные связи. Отсутствие сложных задач. Многие образно называют мозг мышцей, которая нуждается в регулярных тренировках. Так же, как спортсмен, бросивший занятия, начинает терять силу, выносливость и мышечную массу, наш мозг без постоянной нагрузки теряет в своих основных показателях. Ученые полагают, что пик максимальной активности мозга выпадает на промежуток с 16 до 25 лет. Именно в этот период его эффективность достигает больших пределов. Позже, в случае отсутствия новых необычных задач, производительность мозга идет на спад. Наш мозг устроен таким образом, что когда мы осваиваем непривычный вид деятельности или погружаемся в незнакомую сферу, будь то иностранный язык или хобби, в его коре формируются новые нейронные связи. Чем больше таких нейронных связей возникает, тем более гибким становится мозг человека и тем дольше сохраняется его здоровье. Регулярные интеллектуальные зарядки жизненно необходимы для профилактики болезни Альцгеймера и старческой деменции. Частое использование мобильного телефона. Страшилки о том, что злоупотребление смартфонами приводит к возникновению онкологических заболеваний, прочно вошли в нашу жизнь. Исследований, которые наверняка подтвердили бы данную теорию, на данный момент не существует. И поэтому на сегодняшний момент это остается всего лишь предположением ученых.
Однако это вовсе не означает, что радиоволны, излучаемые телефонами, никак не влияют на наш мозг. Так, швейцарские и бельгийские ученые провели исследование о влиянии смартфонов на память. Проанализировав телефонные привычки 700 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, они пришли к выводу, что электромагнитное излучение от мобильных телефонов отрицательно сказалось на способности ребят запоминать информацию, особенно абстрактные образы. Интересным также оказался тот факт, что более сильное воздействие на память происходит, когда телефон во время разговора находится у правого уха. Именно поэтому ученые рекомендуют сократить разговоры по телефону или использовать гарнитуру во время звонков. Недостаток кислорода. Проводя целый день в душном офисе, а затем остаток вечера дома перед телевизором или уткнувшись в экран смартфона, человек лишает свой организм драгоценного кислорода. Недостаточное его количество способствует снижению работоспособности мозга. Это выражается в усталости, плохой концентрации и снижению скорости реакций. Люди, имеющие привычку укрываться одеялом с головой во время сна, как правило, на утро чувствуют себя более разбитыми и уставшими, чем те, кто спит с открытыми окнами и в хорошо проветриваемых помещениях. Связано это с тем, что под одеялом человек начинает дышать уже переработанным воздухом, насыщенным углекислым газом, тем самым заставляя мозг испытывать кислородное голодание. Недостаточное количество потребляемой чистой воды. Вода необходима нашему мозгу так же сильно, как и всему живому. Мозг человека на 80% состоит из этой ценной жидкости. Именно с ее помощью происходит доставка питательных веществ, благодаря чему он начинает функционировать более эффективно. В случае обезвоживания организма мозг начинает страдать одним из первых. Человек начинает испытывать слабость и усталость. У него появляются головные боли и меняется артериальное давление. Врачи рекомендуют в таких случаях вместо таблетки сначала выпить пару стаканов чистой воды. Как правило, облегчение наступает почти сразу. Вредные привычки. Существует масса исследований о вредном воздействии сигарет и алкоголя на организм человека. Мозг курильщика или человека, регулярно употребляющего алкогольные напитки, независимо от степени их крепости, подвергается серьезным нейробиологическим изменениям. Так, курение способствует уменьшению толщины его коры, вследствие чего снижаются умственные способности и уровень мышления. А этиловый спирт, содержащийся в алкоголе, разрушает связи между нейронами, что также не приводит ни к чему хорошему. Люди, страдающие вредными привычками, ускоряют процесс старения своего мозга в несколько раз по сравнению с теми, кто ведет здоровый образ жизни. Недостаточная физическая активность. Спорт и здоровый образ жизни нужны организму для поддержания мышечного тонуса, повышения выносливости и улучшения общего состояния. Благодаря физической работе кровь начинает активно циркулировать по всему телу, насыщая клетки мозга питательными веществами и кислородом. Это самым лучшим образом сказывается на долговременной памяти. К тому же люди, не занимающиеся никакой физической активностью, часто страдают от лишнего веса. В результате ожирения происходит рост количества свободных радикалов и воспалений, что приводит к сокращению количества клеток мозга. Это, в свою очередь, способствует проблемам с памятью и преждевременному старению самого органа. Неправильное питание. Мозгу, как и телу, необходимы питательные вещества, которые поступают в организм вместе с едой. Соответственно, если человек употребляет в пищу продукты, не обогащенные витаминами, минералами и другими полезными нутриентами, мозг начинает испытывать их дефицит, что приводит к ухудшению его работы. Вот список того, что следует избегать. Фастфуд, жареная и жирная пища, копчености, продукты, содержащие трансжиры, мороженое, слишком острая или соленая пища, продукты, содержащие сахар и сахарозаменители. В идеале следует навсегда отказаться от данных продуктов, поскольку никакой пищевой ценности для организма они не несут.
Но в случае, если забыть про любимые гамбургеры или сладости вам не представляется реальным, сократите их потребление до 1 раза в месяц. Помимо вредной пищи, на работе мозга негативно сказываются и строгие диеты, исключающие из рациона основные микронутриенты. Большой вред главному органу наносит и пропуск завтрака. Ученые, занимающиеся вопросом влияния потребляемой еды на мозг, пришли к выводу, что дети, которые завтракают регулярно, имеют лучшую успеваемость по сравнению с теми, кто пропускает самый важный прием пищи за день. Плохой сон. Плохой сон отрицательно влияет на организм человека и особенно на мозг. После плохо проведенной ночи снижаются концентрация, продуктивность и энергия. Вместо них появляется плохое настроение, апатия и раздражительность. На качество сна влияет много факторов, среди которых можно выделить слишком большое или слишком маленькое количество часов, выделяемых на сон, недостаточное затемнение в комнате, неудобную кровать и подушку, некомфортную температуру в помещении, недостаток кислорода, отсутствие тишины во время сна. Во время сна в организме человека вырабатывается важный гормон мелатонин. Благодаря ему замедляется процесс старения, улучшается общее самочувствие и состояние. Мелатонин имеет антистрессовые и противоопухолевые свойства. Именно поэтому люди, грамотно подходящие к вопросу сна, сохраняют здоровье и молодость мозга надолго. Мы рассмотрели далеко не весь список привычек и вещей, негативно сказывающихся на мозге. Но даже этого вполне хватит, чтобы критически отнестись к своему образу жизни. И теперь, понимая, что именно вредит здоровью мозга, мы можем внедрить в свою жизнь новые, полезные привычки. Как сохранить здоровье мозга? Чтобы поддерживать продуктивность работы головного мозга, не нужно тратить деньги на дорогостоящие лекарства или собирать консилиум врачей. Сохранить ясность ума под силу каждому из нас достаточно лишь немного изменить свой образ жизни. Мы подготовили для вас несколько рекомендаций. Исключите вредные привычки. Курение и употребление спиртных напитков еще никому не пошли на пользу. Ваш организм вам скажет спасибо, а эффективность работы мозга повысится в разы. Займитесь спортом. Уделяйте хотя бы 30 минут в день тренировкам или долгим прогулкам на свежем воздухе. Вскоре вы заметите, как наладится ваш сон, повысится настроение, прибавится энергия, а еще подтянется тело и прибавится тонус в мышцах. Повысьте качество сна. Затемните комнату и уберите все источники шума. Помните, что мелатонин вырабатывается в полной темноте. Наладьте режим активности и отдыха, выделяя на сон 6-8 часов ежедневно. Общайтесь и проводите время с удовольствием. Развлечения и отдых в компании других людей полезны для мозга, потому что помогают снизить уровень стресса в организме и запускают процессы омоложения. Минимизируйте время, проводимое в интернете. Вместо этого лучше пообщайтесь с друзьями, сходите на прогулку или прочтите книгу. Последнее, кстати, полезно не только тем, что сделает вас более эрудированным, но и тем, что задействует те зоны мозга, которые в обычной жизни могут не включаться. Повышайте сложность поставленных задач, регулярно тренируя мозг с помощью решения сложных вопросов и освоения новых навыков. Вы запускаете процесс формирования новых нейронных связей. Тем самым сохраняете молодость мозга на долгие годы. Тренировать мозг можно в любое время и любом месте. Питайтесь правильно. Употребляйте в пищу продукты, богатые витаминами, минералами и другими полезными веществами. Не пропускайте завтраки, поскольку их отсутствие приводит к снижению уровня глюкозы в крови, что в свою очередь негативно влияет на работу мозга. Исключите из рациона пищевой мусор и добавьте в него на регулярной основе овощи, ягоды и фрукты. Не забывайте и про питьевой режим. Выпивайте 2 литра чистой воды в день. Черный чай, кофе и сладкие напитки в это число не входят. Введите в свою жизнь такие правильные привычки, как здоровое питание, физическая активность, регулярные тренировки мозга и соблюдение режима сна.
И вы забудете о проблемах с памятью, концентрацией и сохраните здоровье мозга на долгие годы. Заключение. Несмотря на то, что головному мозгу посвящены тысячи исследований, он по-прежнему остается самым загадочным органом в организме человека. Понимание того, какие именно привычки и действия негативно влияют на мозг, позволяет нам вовремя скорректировать ситуацию. При правильном и бережном отношении к такому важному органу он ответит взаимностью и сохранит не только свое здоровье, но и здоровье всего организма в целом. Берегите себя. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.